Всем привет! Приветствую себя на канале. Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, в вашей жизни все хорошо. Ну а если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием вам помогу в ответе на ваши решения, на ваши вопросы. Итак, самые важные ситуации для вас. Что вас волнует? Какие есть, может быть, вопросы? Да, есть вопросы. Вопросы по соединению, по объединению с кем-то, с чем-то. И я вижу, что вы уже предпринимали какие-то шаги. Во всяком случае, здесь выходит человек достаточно умный, с хорошим образованием, что-то для себя хочет понять, решить, быть с этим человеком, может быть, вливаться в какую-то компанию. Вот какое-то объединение волнует вас. И нет ответа, нет решения вопроса. В принципе, я как будто все знаю, но может быть еще что-то не так. Есть какие-то вот сомнения. Сомнения, потому что, возможно, кто-то влюблен. Здесь у нас король кубков выходит. Есть сомнения, быть с этим человеком или не быть. Человек, кстати, красивый к вам здесь выходит. Красивый, обаятельный, привлекательный. И такие отношения здесь. Впервые такого человека вы встретили. Раньше такого никогда не встречали. Но есть какие-то опасности. Есть опасности, есть, может быть, неуравновешенный характер у этого человека. Сегодня он говорит одно, завтра другое. То есть у вас как будто нет опоры под ногами. Нельзя довериться полностью. Постоянно одолевают сомнения. А также, возможно, человек просто уехал, не предупредив. Есть желание быть с этим человеком. Он вам нравится. Такую шикарную возможность. Можно сказать, вы думаете, что он вам предоставил, может быть, в каких-то областях жизни, что это ваш шанс быть с этим человеком, что именно он предназначен для вас. Такая даже, можно сказать, ваша полная убежденность. Я знаю, это единственный человек, который мне нужен. Мне больше не нужен никто. Я таких людей больше не встречала. И поэтому хочется быть с этим человеком. Но и есть какие-то противоречия. Может быть, какая-то ревность. Кто стоит за вашей спиной? Вот еще один у нас тут король кубков вышел. Еще как вариант у вас, возможно, несколько поклонников. Здесь два короля для вас и вышли. Есть известие, скоро получите вы известие, может быть, куда-то отправитесь. Дело в том, что есть возможность встречи, и есть возможность договориться, и есть возможность даже, может быть поближе к этому человеку, когда вы устроитесь на работу. Может быть, в чем-то поможете этому человеку. Дело в том, что такой человек идет любвеобильный. Возможно, у него действительно есть поклонники, есть друзья. И вообще вот социальная жизнь для этого человека как будто на первом плане. Ему не до семейной жизни. Может быть, он даже не одинок. Вот такого даже, может быть, свойства идут карты. Может быть, он и женатый. Либо у вас два человека, либо очень мощная личность для вас вышла. Но давайте смотреть как один человек, потому что энергии одинаковые. Нельзя разобрать пока, кто это и что это. Давайте посмотрим на него. Такой служебный роман здесь я вижу. Человек такой трудоголик. Да, у него есть тайны. И да, скрывает какие-то отношения серьезные. Либо, если к вам хорошо относится, то, может быть, сделает какие-то особые предложения в ближайшем будущем. Вообще человек серьезный, но у него есть тайны. Тайны, может быть, романы, тайны, может быть, действительно человек имеет какие-то отношения, потому что две карты вышло, какая-то двойственная натура здесь у нас вышла, и он с вами делает вам какие-то комплименты, вам буквально скружил голову. И вообще, вот девятка кубков тоже говорит, человек любвеобильный. Может быть, есть какие-то зависимости, либо он предпочитает действительно больше находиться со своими друзьями, где-то на стороне, а вас посещает время от времени.
Вы тут как будто немножко одиноки. Может быть, из-за того, что вы учитесь, либо находитесь в каком-то ограниченном пространстве. Ну, допустим, вы студентка, вы где-то учитесь, а ваш любимый человек находится в другом городе. Может быть, и служебный роман на работе, но у вас как будто есть такая зависимость от того, что вам приходится, допустим, снимать жилье в одиночку. То есть есть расстояние между вами и вашим спутником. Вот у него все хорошо. Возможно, даже есть друзья, у которых он бесплатно буквально живет, а вам приходится платить за ваше жилье. Вы озабочены своими проблемами, вы чувствуете себя одиноко. Но чтобы достучаться до этого человека, нужно с ним побольше общаться. Нужны какие-то точки пересечения, нужно встречаться. Хочется понравиться этому человеку, а у вас ограничения как будто здесь есть. В плане, может быть, денег, либо вот какие-то аскетичные условия проживания. Давайте еще посмотрим. Сам-то человек здесь вышел, он вообще не скрывает свое «я». Не сказать, что не скрывает, может быть, еще что-то, но он не скрывает того, что он красив, того, что он популярный. Да, у вас такие могут быть здесь такие ситуации, связанные именно либо с жильем, жилье такое, которое вы добивались либо сами, либо долго добивались. И, может быть, действительно в одиночестве приходится снимать это жилье, много приходится тратить денег. Но, тем не менее, вы умеете украшать. У вас такие задатки очень хорошие. Есть, может быть, какая-то творческая жилка. Если я живу даже на съемном жилье, то мой дом просто самый красивый, самый удобный, самый комфортный. И, возможно, здесь такая личность у нас вышла, которая, ну, работает в IT-технологиях, какими-то современными инструментами владеет. Так что для вас даже не составляет труда узнать этого человека получше. Вот просто хочется в нашем раскладе узнать эту личность. А личность у нас здесь вышла, ну, обворожительная, обаятельная. В такого человека можно влюбиться. Но и есть какие-то у него тайны. Давайте посмотрим, что за тайны, которые этот человек скрывает. Ну вот есть у него кто-то, может быть и семья, и дети, 3 детей, возможно, либо это его родственники, может быть, стоят на страже его интересов и, ну, не подпускают его, не дают, скажем так, свободы для того, чтобы он обрел свою вторую половинку. Гулять гуляй, а вот жениться нет. Вот такого плана может быть. Какая-то королева кубков тут еще выходит на его сторону. Друзей много. Друзей много, и человек обаятельный. Мало того, что он обаятельный, он еще такой мастер своего дела, может починить легко и просто что-либо, привлечь людей очень легко. Может быть, даже работает, ну, в рекламной какой-то индустрии, потому что он легко привлекает к себе помощников, друзей, любит сборища. Нужен вам такой человек или нет, он как будто вообще любвеобильный. И в данное время он может любить сразу нескольких. Ему интересно все, но не только вы. Для него вы, может быть, в какой-то степени закрыты. Может быть, он захочет вас разгадать в ближайшем будущем. Есть такая возможность. Но эту возможность вам нужно как будто сделать, подстроить. Невзначай, можно сказать, привлечь, показать, на что вы способны. Для вас здесь тоже выходит ситуация, когда вы горды за свои, может быть, какие-то особые способности, за себя, за то, что вы тоже не робкого десятка, в принципе, тоже красивый и обаятельный. Просто вот принижаете, как будто вы с этим человеком, когда находитесь, вы принижаете свои способности, потому что вам кажется, что это человек вашей мечты. Вы о таком мечтали и не хотите упускать. И как будто больше не будет такого человека, но это же не так. Есть вот какая-то закомплексованность, 4 еще кубков. И вообще такое вот желание, пусть он сделает первый шаг, я не буду ничего делать. Я втайне пока узнаю, я смотрю прогнозы на него, я
что-то для себя решаю, а человек должен сделать первый шаг. И когда он это сделает, мне самое интересное узнать, когда же он это сделает. Так знайте, что эти ваши отношения могут быть по судьбе. Так что, если вы сделаете сами первый шаг, у вас есть такая возможность, туз пентаклей у вас вышел, есть такая возможность, дорога-то ваша к сердцу этого мужчины открыта. Ваш союз будет по судьбе, несмотря на какие-то перипетии с его домашними ситуациями. Там либо идут разрывы, если он, допустим, женатый. Пятерка мечей об этом тоже намекает. Там могут идти разрывы. И вы как бы вовремя окажетесь в роли вот такой вот помощницы для начала, подруги хорошей. Ему важен здесь человек, на которого он может опираться, помощник какой-то. Он человек такой вообще искренний, он вам расскажет, если вы спросите, он расскажет. Специально, конечно, рассказывать не будет про свою сложную ситуацию. Всем подряд не рассказывает. Но если вы спросите, если доверительные отношения возникнут, то возможен союз. И на долгое время, потому что человек вам по судьбе. Ну и здесь ваш ангел-хранитель вышел, который тоже подтверждает, что в принципе все в ваших руках, ваш ангел вам будет помогать, вы под охраной, все, что вы не сделаете, если вам человек понравится, то все у вас получится.